Всем привет, это Феллини и новое видео о том, как правильно играть префлоп. Но прежде чем мы его начнем, я попрошу вас, как обычно, поставить лайкосик, подписаться. Для меня это очень важно. Сегодня последний выпуск из этой серии. Я надеюсь, для вас она была очень полезна. Я старался. Сегодня мы разберем оставшиеся позиции с трибетами. Это у нас будет котов против ЕП и МП, а также реакция на 4 бет на котофе против ранних позиций и кое-что еще. И для начала мы посмотрим 3 бет на котофе против ЕП МП. Таким вот образом будет выглядеть 3 бет на котофе против ЕП. Ну что, достаточно легко, наверное, запомнить. Девятки плюс, разномастная король-дама, но при этом одномастной дамы валет нету. Туз 5, туз 4, как обычно. Туз 10, все понятно, чуть меньше 8% мы тут трибетим. Против МП у нас добавляется половина восьмерок, добавляется половина туз-валет разномастных, добавляется дама-валет одномастный и король 10 одномастный. Здесь чуть больше 9% получается. Какая реакция будет у ЕП и МП против такого трибета? Как нам нужно корректно защищаться? Значит, здесь кол будет выглядеть вот так. Нижние пары, которые мы открываем, мы защищаем. Нижние коннекторы одномастные тоже защищаем, как и 10-9. В принципе, вот эти категории рук достаточно легко, наверное, запомнить. Они защищаются в ранних позициях практически всегда против 3-бета. Туз-король разномастные, половина кол, половина 4-бет. Опять же, я не против тут все их поколить, точно так же, как дамы и валеты. Не сильно часто, особенно на более низких лимитах, 4 бет кола лына с дамами и валетами будет плюсовым. Вот эти вот руки, туз-валет, король-валет, король-дама, колятся в половине случаев. И вот теперь 4 бет, вот опять же другая половина этих рук, туз-валет, король-валет, король-дама, 4 бетятся 50%. Добавляется 4 бет, туз 10, король 10 в половине случаев, в половине выбрасывается. Туз 5 в половине случаев. Как вы видите, десятки, половина кол, половина фолд. Дамы, валеты, половина кол, половина 4 бет. Ну, как я уже сказал, не ошибкой туз, король разные, дамы и валеты чаще переводить в рейндж кола. Теперь смотрим рейндж МП против 3 бета с котофа. Здесь, как обычно, опять колятся коннекторы одномастные. К ним еще добавляется валет 10 в половине случаев. От шестерок до десяток в половине случаев защищаем. Валеты половина кол, половина 4 бет. Здесь уже дамы все будут в 4 бете. Собственно, смотрим, что очень похож на такой, какой он у нас был на ЕП. Разница, по сути, заключается только в том, что здесь дамы мы всегда 4 бет выставляемся, а ранее мы их в половине случаев колили. В принципе, вы можете здесь играть с одним и тем же рейнджом, чтобы было легче запомнить. Это в целом не будет ошибкой. Это я говорю конкретно про рейндж 4 бета. Ну и, соответственно, нам нужно посмотреть реакцию на котофе против 4 бета. Против ЕП кол выглядит вот таким образом. Туз-дама одномастная колется всегда, что достаточно интуитивно. Интересно, что из марьяжей король 10 одномастный в половине случаев колется, при этом не колется ни туз-валет, ни король-дама, ни король-валет. В принципе, мы с вами уже провели определенную работу. Я думаю, вы сами можете догадаться, почему король 10 одномастный ему нравится больше, чем там король-валет и король-дама. Защищаем это все дело половиной колов с тузами в позиции, как вы помните, на 4 бет нередко солвер любит просто поколить тузы. И пуш здесь будет половина дам и, соответственно, короли, половина тузов, туз, король. Из интересного получается, что валеты у нас в половине случаев просто пас.
Против МП вот так выглядит кол. Добавляются марьяжи здесь уже с весом, с определенным. Точно так же тузы мы в половине случаев. Добавляются девятки, восьмерки. Десятки в половине случаев, а девятки, восьмерки всегда. Опять же, по блокерам. Не буду разъяснять, чуть-чуть включите вашу головешку, пораскиньте там шестереночками своими, пусть мозг думает и работает. Вот так вот выглядит пуш. По сути, тоже добавилась просто половина валетов, в остальном все точно так же, как и было раньше. В принципе, на этом можно было бы и закончить, но так как тут у нас всего 3 позиции, это видео получится коротким, и в целом в комментах часто просили добавить ренджи с Open 4 бетами. Я решил добавить их сюда. Самые частые ситуации, то есть первая ситуация, это когда cutoff raise button 3 bet и 4 бет с СБ или ББ. И вторая, в принципе, самая частая ситуация, когда button raise СБ 3 бет и у ББ опция 4 бета есть. Вариант первый, когда cutoff raise button 3 bet и мы на СБ. Вообще нужно сказать, что ренджи 4 бета сильно шире, чем Поляна это делает. Поэтому, в принципе, здесь можно иметь некое преимущество над Поляной, до Open 4 бетчевая то, что поле не до Open 4 бетчевает. Вот так вот выглядит рейндж на СБ, когда мы увидели рейс на катофе и 3 бет на баттоне. На ББ, то есть здесь у нас 5-13, на ББ еще чуть шире, то есть добавляется еще десятки сюда. Почему на ББ шире, чем на СБ? Потому что, когда мы 4 бетим на СБ, у нас еще есть опция, что за нами человек запушит на ББ, и мы недореализуем часть нашего ренджа, часть нашего эквити. А когда мы на ББ, то у нас, соответственно, на одного человека меньше, кто может запушить. Если мы на ББ и перед нами на баттоне Open Race и на СБ 3 бет, то здесь еще шире, конечно же, будет. Ренджи Open и 3 бета шире. Соответственно, 4 бетить мы можем еще шире. Тут уже король-дама разномастная добавляется. Добавляются вот эти бродвейные руки. Тут 6.33%, что очень много. Ну и, соответственно, давайте посмотрим, как нужно защищаться против 4 бета. Ситуация первая. Мы на катофе. Нас баттон 3 бетнул, и СБ поставил 4 бет. В ситуациях, когда мы оригинальный рейзер и против нас сыграли 3 бет и Open 4 бет, очевидно, наверное, или не очень очевидно, но суть в том, что никаких колов у нас нет, у нас только пуш или фолд. Соответственно, пуш здесь очень простой, дамы плюс, туз король. Валеты здесь уже минусово будет пушить даже солверу, который в целом играет, ну, как мы знаем, немного лузовее, чем мы, потому что, соответственно, Open 4 bet у солвера достаточно широкий, и он может, соответственно, чуть пошире пушить. Ну вот и представьте, что если у нас на СБ человек сидит, который не до 4 бетчивает, то тут уже дамы под вопросом на самом деле будут. Вот, ну, думаю, что дамы все-таки с запасом. Тем не менее, если там прям вот совсем нет, то можно и дамы выкинуть. Ситуация, когда cutoff raise мы на баттоне 3 бетнули, и СБ 4 бетнул, и cutoff выкинул, здесь у нас уже появляется какой-то кол. Вот таким образом будет выглядеть этот кол. Опять тут тузы в половине случаев. Вот, восьмерки, семерки нравится ему колить больше, чем те же девятки. Ну и там немножко бродвея. Пуш выглядит вот таким вот образом. Тут уже половина валетов добавляется. То есть все достаточно интуитивно в ситуации, когда против нас поставили 4 бет. Ситуация, когда мы на катофе и баттон 3 бет, СБ фолд, ББ 4 бет. Опять же, все точно так же. Дамы плюс просто пушатся. Если cutoff race мы на баттоне, СБ пас, ББ 4 бет, cutoff fold, то вот такой вот рейндж здесь калируется. То есть отличие от ситуации, когда мы были на катофе, в том, что
На Батоне валеты уже easy push, а на Катофе они еще были как бы не easy push. Вот такой вот рейндж пуша у нас на Батоне в этой ситуации. Ну и, соответственно, нас интересует еще ситуация, когда Батон рейс, СБ 3-бет, ББ 4-бет. Мы пушим вот такой вот рейндж. Здесь вы видите туз-дама одномастная есть. Опять же, в зависимости от того, как ББ 4-бетит. Мы видели, что Солвер на месте ББ Open 4-бетит 6.33%. Против такого рейнджа пуш с туз-дамой будет плюсовым. Но пойдите найдите человека с таким Open 4-бетом. Вот. Против, как бы, более тайтовых регов, ну, я бы сказал, что стандартно валеты плюс туз-король. На СБ ситуация выглядит таким образом. То есть, здесь можно было бы предположить, что есть кол, и он в целом присутствует в очень низкой частоте. Почему очень низкой? Потому что здесь мы без позы. Солвер не хочет играть огромный пот здесь, будучи без позиции, будучи не агрессором. Поэтому просто играем push-only, push-fold only, вот такую вот микс-страту. Скажем, опять же, если вы играете против стандартного оппонента, а не человека, который Open 4 бетит солверную, достаточно широкую частоту, то можете просто вот этот низ, типа девятки, восьмерки, семерки и туз-даму одномастную убрать и пушить десятки плюс туз-король. Вот можете чисто туз-даму играть колом, допустим, одномастной. Ну, слишком она хорошая, чтобы ее выбрасывать. И разбавлять какими-нибудь тузами, допустим, изредка подкалывать, чтобы у вас не сильно слабый рейндж был. Очень важно, если вдруг вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, обязательно это сделать. Потому что там очень много чего интересного происходит. Я его веду в таком лайфстайл формате ежедневном. А также провожу там разные розыгрыши. Вот, например... Перед Новым годом мы разыграли $2022. Очень прилично. Так что прям ошибка не подписаться. Ссылка здесь вот в описании. Ребят, на этом все. Хочу сказать спасибо всем, кто смотрел эти выпуски, посвященные тому, как правильно играть префлоп. Всем, кто ставил лайкосики, подписывался. Дальше будет еще много чего интересного на этом канале. До скорой встречи, пока-пока. Know them devils plotting, wanna see me in prison, but just know all my brothers riding, there won't be no division. I'm making money, making magic, baby, come congratulate me. Acting, starting to agitate me like he